Привет, это Технозон, и сегодня у нас выпуск про Android 8. Не нужно сразу кидать в меня тапками, это не просто Android 8, это Android 8 на нашей любимой Xiaomi Mi Box 3. Да, мы не дождались реализации прошивки на Android 7, которая так и осталась в стадии бета-тестирования, и многие ее ставили с помощью каких-то костылей, но к нам прилетело полноценное обновление по воздуху до последней версии Android 8.0. Так вот, в этом видео мы посмотрим, что же такое Android 8 для Xiaomi Mi Box 3. Первые впечатления, установка и первичные какие-то изменения мы тоже выделим в этом видео. Поехали! Ну что, мои дорогие друзья, Xiaomi Mi Box 3 уже никогда не будет таким, и предлагаю вам запомнить, как выглядит этот интерфейс. Потому что сейчас мы все-таки обновимся до Android 8 печенька, да, Oreo, как его называют. Заходим в настройки об устройстве, нажимаем обновление системы. И у нас есть Android System Update, которого мы ждали очень-очень долго. И вот у нас первая проблемка, не удалось скачать обновление, потому что у меня вся память забита играми и приложениями, поэтому мы что-нибудь сейчас удалим. Это будут, наверное, какие-то тяжелые игры. Очень много игр удалили. Сейчас проверим наличие памяти. И у нас доступно 2.1. В принципе, можно пробовать. Все, пошло скачивание. Ура! На 5 ГГц Wi-Fi это делается очень-очень быстро. Все загрузилось. Мы нажимаем перезапустить сейчас и ждем. И наконец-то мы увидели картиночку Mi Box 3. Выполнено обновление до последней версии Android TV. Ну что ж, посмотрим, что это такое. Все, появилось сопряжение с пультом. Оп, выглядит это немножечко по-другому. Выглядело раньше, но по-другому. Мы имеем слева набор приложений. Как-то пока для меня не очень привычно. Так, для начала идем в настройки. Очень интересно реализовано. Настройки вывели вот в правый верхний уголочек. Появилась опция уведомления. Давайте посмотрим. У нас подключен USB накопитель, что в принципе уже неплохо. Мне уведомлений в прошлой прошивке не хватало. Это стало похоже на Android в других ТВ-боксах. Давайте посмотрим об устройстве. Статус, модель Xiaomi и версия Android 8.0.0, что очень-очень радует. Теперь посмотрим, что еще в настройках появилось. Wi-Fi, ну это понятно, Google Cast отдельно вывели. Экран, что у нас в экране теперь? Можно менять дисплей мод с частотой, с выбором частоты. Можно менять позицию экрана. Звук. Системные звуки, Dolby Sound Line. Здесь можно выключить, понятно. Объемный звук. Можно добавить объемный звук. И где Sound хранилище и сброс. Что же у нас после обновления? Внутренний общий накопитель 5.6. И доступно стало 3 гигабайта. До обновления у меня было доступно 2.6. То есть объем памяти увеличился, прошивочка занимает меньше места. Это очень-очень хорошо. Главное, в настройке главного экрана есть настройки каналов. Мы можем их, например, Google Play фильмы вообще отключить его из избранного. Можем популярные телесериалы включить, популярные фильмы включить. То есть, ну, это достаточно круто. То есть вы выбираете канал, который вы используете, и можете включить, что вы хотите видеть на этом канале. Все организовано по принципу каналов. Play музыка мы используем, рекомендации оставим. Red Bull TV у нас нет, мы это выключаем вообще. Ну и YouTube у меня есть, мы включим в тренде и подписки. Так, мне интересно, вообще можно ли на каналы добавить что-нибудь? Ну, мы потом посмотрим. Так, выключаем Play фильмы из избранного. Red Bull TV тоже из избранного выключаем. Хотя, в принципе, избранное тоже можно отключить. Это будет выглядеть, мы видим на заднем фоне, да, как у нас там появляется раздел избранное. Так, включить предпросмотр видео, включить предпрослушивание аудио, упорядочить приложения. То есть мы можем их упорядочить. Кстати, все мои приложения остались. Упорядочить игры.
Вот, в клавиатурах одно из главных у нас нововведений, это появилась возможность управления клавиатурами, чего абсолютно не было нормально реализовано в прошивке Android TV 6.0. Я не говорю сейчас про 7, потому что мы 7 прошивку по воздуху так и не дождались. Все, давайте посмотрим теперь общий интерфейс. Общий интерфейс у нас появились вот каналы, как я уже говорил. Появился вот Netflix. Интересно, это можно удалять? Удалить из избранного можно. Просто зажимаем кнопочку на приложении и просто удаляем из избранного. Можем также в избранное добавить любое приложение, которое есть у нас установлено на приставке. IPTV, ну, добавим еще там Megogo. Что мы еще добавим? Сюда чем мы пользуемся больше всего? Ну, Play Market можем добавить. Избранное. Что же такое? Ага, здесь будет собрано все, что вы начали смотреть. Чтобы добавить еще, нажмите на видео и удерживайте. Затем выберите добавить в избранное. Ну, попробуем сейчас. Так, из самого YouTube этого сделать нельзя. Вот мы зажали. Нет. Давайте попробуем это сделать из... Ага, вот. Если вы переключились на канал YouTube, то вы, зажимая видео, можете добавить его в избранное. Какие-то рекомендации иностранные. Вот, например, там добавили в избранное. У нас здесь вот появилось в избранном 4 часа релакс, чиллаут музыки. Ну, блин, на самом деле очень удобно. Если переходить на каналы, то у нас появляется возможность сортировки и переноса каналов в пределах самого этого меню. Достаточно удобно. Хочется посмотреть, как работает поиск. Давайте попробуем. Мне с погодой стал интересен аспект такой. Какая погода в моем городе? Сейчас в Запорожье 23 градуса и облачно с прояснениями. Сегодня Блин, круто! кратковременные осадки от 14 до 25 градусов. Блин, класс, вообще реально класс. Она начинает проговаривать погоду, то есть вам достаточно просто, собираясь на работу, там сказать, проговори мне погоду. Мне интересно, как вообще работает этот помощник. Работает это полноценный ли помощник, как и Google. Напомни завтра с утра позвонить маме. Нет, к сожалению, оно не устанавливает напоминания, хотя, возможно, если установить приложение, это будет работать. Попробуем на завтра погоду. Покажи погоду на завтра в моем городе. Завтра в Запорожье малооблачно 27 градусов. Ну, нормально, вообще интересно. По идее, давайте попробуем поиск в приложениях. Ну, зайдем, например, в Megogo. Найди фильм «Москва слезам не верит». О, да, распознает. Так, вот, нашло фильм «Москва слезам не верит», но это, по-моему, все на YouTube, да. То есть в самом Megogo поиск, для того, чтобы работал поиск, нужно все-таки тыкать на иконочку поиска. Я надеялся, что они реализуют наконец-то это, но, к сожалению, нас это не порадовало. К сожалению, они нас не порадовали этой опцией. То есть нажимаем сюда на поиск. Губка Боб. Да, и поиск приложения работает, но только если вы тыкнете на сам поиск. По ощущениям я могу сказать, что работает это намного плавнее. Очень приятно. Внизу присутствует кнопка «Настроить каналы». Вот мне все-таки интересно, можно ли сюда добавить какой-то... Нет, к сожалению, добавить каналы на главный экран. То есть вы можете добавить только те каналы, которые есть. Скорее всего, какие-то приложения будут выпускаться с дополнительными каналами. Мне будет, наверное, не хватать... Вот, а есть рекомендации? Да, мне будет не хватать рекомендаций Megogo, которые были в Android TV 6. К сожалению, здесь их нет. Настроить каналы. Очень-очень-очень плохо. Это один из минусов, которые вот есть. Так,
Хотел также проверить установки безопасности и возможность установки сторонних приложений. Заходим в проводничок. Зашли в проводничок, у нас есть здесь приложение, которое мы пытались установить, которое я пытался установить на Android TV 6, и оно не давало. Так, понятно, да, из неизвестных источников. Опа. А вот это вот очень интересно. Теперь вообще, мне кажется, нельзя устанавливать, то есть эта функция вообще не активна. Личные данные и данные устройства более уязвимы для атак приложений, скачанных из неизвестных источников. Вы соглашаетесь с тем? Да, я-то соглашаюсь, но опция, с помощью которой я мог бы установить из неизвестных источников приложение, она не активна. И это очень сильно расстраивает. Ну, идем в настройки. Идем в безопасность, безопасность. Ладно, включим проверку приложений. Из неизвестных источников тоже нет. Вот это сюрпризик, я вам скажу. Вот это сюрприз. Так, попробуем, как воспроизводит онлайн видео в каком-нибудь очень хорошем качестве. Так, качество видео 1080p. Это максимально, что поддерживает, к сожалению, мой телевизор. Ну, вообще у меня по ощущениям, что оно работает намного интереснее. Мгновенная, вообще абсолютно мгновенная реакция. В Android TV 6, когда я перематывал на Мегого, допустим, на середину фильма, Full HD фильм, были какие-то запинки большие. Сейчас запинок вообще практически нет. Ну, классно работает. В этом, конечно, плюс. То есть сейчас мы понимаем, что у нас поиск, вот нет рекомендаций по Мегого. Я не знаю, как его сюда вывести. Нигде функции добавить Мегого в панель нет. Только можно добавить в приложение. Это минус этой прошивки. И очень хорошо, что появился раздел «Избранное», то есть вы можете с YouTube сделать, просто добавить в избранное файлик, либо удалить, кстати, из рекомендаций прямо, то есть вы смотрите, вот подписки у нас, да, например, подписки моего ребенка, из последних опубликованных, вы можете их отсюда удалить видео, либо добавить в избранное и посмотреть его позже. Достаточно удобно, хорошо, кстати, поменялся почему-то фон, он стал черным. Ух ты, интересно, в зависимости от ваших действий меняется фон. Ну, это уже такое. Play Market, кстати, вообще не изменился. То есть, вот, установили Зайцев нет. И тоже в настройках каналов он не появляется. То есть, скорее всего, сам по себе интерфейс заточен только на те приложения, которые решил сделать разработчик. Так, вот, допустим, Зайцев.нет, да. Посмотрим, воспроизводит музыку или нет. Ну, само собой, воспроизводит. Все хорошо воспроизводит, но вот поиск в приложении интересен. Скутер. Да, вот он делает поиск в приложениях. Очень удобно то, что я вышел на главный экран, оно продолжает играть, и появилась панель с управлением треками. Очень удобно. Попробуем в Play музыке то же самое. Вот у меня есть купленные мелодии. Воспроизвести. Да, тоже появилась. Очень удобно. Очень прекрасно и удобно. В общем, я предлагаю перейти, прорезюмировать. Больше здесь смотреть нечего. Интерфейс очень лаконичен, очень интересен. Немножечко видоизменилась, кстати, клавиатура. Но предлагаю перейти и прорезюмировать это все наше действие. Честно скажу, двоякое впечатление у меня от прошивочки. Очень все плавно работает, все очень круто. Блин, много нововведений.
Порадовал раздел «Избранное», порадовали эти вообще сами по себе каналы, порадовало наличие управления клавиатурой полноценное, которого не было в Android TV 6. Я не беру Android TV 7, потому что официального релиза его так и не состоялось. Например, в Android TV 6 Megogo был очень хорошо интегрирован в саму оболочку. И это выражалось в том, что все рекомендации и новинки показывались на главном экране. И это было очень удобно. Сейчас Megogo я просто добавил в приложение на главный экран, и никаких рекомендаций, к сожалению, не выводится. Я очень надеюсь, что Megogo в скорости выпустит обновление для своего приложения, которое решит эту проблему, которая для меня, допустим, является очень существенной. Очень круто работает опция добавить в избранное на главный экран. Вы просто зажимаете на видео в ленте YouTube и выбираете соответствующую опцию. А еще я на форуме читал о больших каких-то проблемах с отваливанием пульта, о не очень хорошей работе голосового поиска, да еще и о куче каких-то мелких негораздов. Но я без зазрения совести скажу, что этих негораздов у меня не было. У меня не отваливался пульт, у меня отлично работал голосовой поиск, а больше всего меня порадовало то, что памяти стало еще больше. Новая прошивка на Android TV 8 занимает существенно меньше места, чем предыдущая. Так что ставить Android TV 8 на Xiaomi Mi Box 3 это сугубо ваш выбор. Благо Xiaomi не навязывает автоматическое обновление, и обновление происходит только лишь в ручном режиме. На мой взгляд, обновление стоящее и обновляться стоит, потому что все работает вообще просто отлично. YouTube перестал лагать, и видео высокой четкости отлично воспроизводится. На Megogo перестало затыкаться видео при перемотке сразу на половину фильма, что очень является большим плюсом. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если оно вам понравилось, то ставим лайк. Если не понравимся, дизлайкаем. Подписываемся на мой канал. С вами был Владимир Крамаренко на канале Технозон. Пока!